Всем привет! Вы на канале Rainbow. Это первая часть из серии уроков «Изучи C#, играя в Unity». Чтобы сразу не грузить информацией про синтаксис, типы и прочие важные мелочи, начнем с простого. Сегодня напишем первую программу на C#. Сегодня мы будем учиться делать программу на языке C и справа решеточка. Такая решетка тюремная. Думаю, после того, как вы своими руками напишите работающую программу, вы сможете с большей мотивацией смотреть следующие уроки, для того, чтобы изучить основы более тщательно и разобраться во всех тонкостях. Итак, начнем. После того, как вы в прошлой части установили все необходимое, запускаем Unity Hub и создаем новый проект. Если кто-то не видел вводную часть, обязательно посмотрите. Там я рассказываю вкратце о этой серии уроков и отвечаю на следующие вопросы. Кому этот курс будет полезным и что с этого вы получите. Итак, после запуска Unity Hub выбираем версию движка и нажимаем на нее. В следующем окне выбираем шаблон 3D, потому что некоторые уроки будут затрагивать работу с различными примитивами, и нагляднее будет работать именно с 3D. Дальше указываем имя проекта и путь к папке, где этот проект будет создан. И нажимаем Create. Ждем, пока проект запустится. После нам нужно проверить, подключена ли Visual Studio к Unity. Напоминаю, что Visual Studio — это среда разработки, в которой мы и будем писать код C#, а результат нашей работы будем проверять уже в Unity. Для этой проверки нужно перейти в Edit, Preferences и External Tools. И в поле External Script Editor должна быть Visual Studio. Если у вас не так, тогда нужно нажать на Browse и выбрать Visual Studio, там, где она установлена у вас. Теперь можем перейти к самому скрипту. Перейдем в папку Assets и создадим новую папку для этой части урока. Назовем Part 1. В новой папке создаем скрипт. Правой кнопкой мыши Create C# Script. Назовем First Program. И запустим. После открытия мы видим уже часть готового кода. Он ничего пока не делает. Удалим часть кода, оставив как у меня. Теперь напишем следующий код. Не пугайтесь, если вы новичок в этом, сейчас разберемся поэтапно. Программа выполняется сверху вниз, поэтому начнем разбираться в этом же порядке. В самом верху объявляются пространства имен, namespace, или, проще говоря, мы подключаем все библиотеки, в которых хранятся нужные нам данные, функции, классы и тому подобное. Например, если мы наведем мышкой на слово debug, то мы видим, что этот класс принадлежит пространству имен Unity Engine. Если мы удалим эту Если мы удалим эту строку, то сразу увидим, что принадлежит к Unity Engine. Итак, первые две строки мы можем убрать, так как они неактивные. Мы это можем видеть по их цвету, он тусклый. А также, если наведем курсор, то нам говорится про то, что этот юзинг у нас не используется. В первой строке остается юзинг Unity Engine. После объявляем класс с нашим именем. Про классы будет в отдельном уроке, пока пропустим. Дальше у нас есть две переменные – subscribers и target. Subscribers – это количество моих подписчиков на канале на момент записи этого видео, а target – это цель на ближайшее время. Обе переменные публичные и целочисленные. Слово public отвечает за уровень доступа. Про это тоже будет в отдельном уроке. Пока вам нужно знать, что слово public дает нам возможность редактировать это значение через инспектор в Unity. А слово int говорит, что наши переменные являются целыми числами. Следующая строка – это метод start, который был создан еще в самом начале. Большую часть времени мы будем работать только с ним. Все, что в нем, обрабатывается во время запуска программы, а метод update, который удалили, обрабатывает информацию уже во время работы. Итак, каждый метод, класс или функция начинается и заканчивается фигурными скобками. В методе start две строки. В первой мы создаем целочисленную переменную left, и ей присваиваем, знак равно, результат вычитания из target значения subscribers. Получается, результат выражения справа от равно записывается в переменную left, а сами значения target и subscribers не меняются. Следующая задача – вывести это значение left на экран. Это выполняет следующая строка. Мы обращаемся к классу debug, который находится в пространстве имен Unity Engine, и у этого класса вызовем метод log, который выведет значение в скобках. В кавычках указываем текст, который хотим, и через плюс указываем ту переменную, которую хотим вывести. В этом случае плюс — это не арифметическая операция, а операция конкатенации. Конкатенация? Да.
Не ржи. Конкатенация — это операция склеивания объектов линейной структуры, обычно строк. Тупое слово. Теперь самое главное. Проверяем работу нашего скрипта. Для начала сохранимся и перейдем в движок. Чтобы все работало, нам нужно сказать Unity, кто именно будет запускать наш скрипт. Например, мы написали скрипт для движения нашего героя, то будет логичным, чтобы наш герой и запускал свой же скрипт. В нашем случае запуск скрипта можно сделать двумя способами. Первый — это создать пустой объект в сцене и кинуть на него наш скрипт. А второй — это закинуть скрипт на камеру в сцене. Давайте как раз это и сделаем. Выберем камеру и перетаскиваем скрипт в поле инспектор. Готово. Мы видим, что прямо в инспекторе мы можем изменить две наши переменные, потому что мы указали, что у них будет публичный доступ. Давайте сразу и укажем. Значит, subscribers равно 19, а target 1000. Отлично. Теперь делаем активным окно консоли. Если у вас его нету, тогда перейдите в раздел Window, General и Console. И перетащим вниз. И наконец жмем запуск. Супер, теперь у нас в окне консоль выводится наш результат. Осталось собрать еще 981 подписчика. Поможете, ребят? На это можно и закончить. Но давайте представим ситуацию, где нам нужно очень часто использовать вычисления на строке 10. Нам придется постоянно копировать один и тот же код, что является плохим тоном в программировании. На помощь придет рефакторинг. Рефакторинг? Правильно? Рефакторинг — это процесс улучшения кода без изменения его функциональности. Весь рефакторинг заключается в написании отдельной функции, которая будет на вход получать значение переменной subscribers, а на выходе результат вычитания. Начнем реализацию. Функция имеет значение доступа, но его обсудим в другом уроке, поэтому начнем писать с того типа значения, которое функция должна возвращать. В нашем случае это int. Дальше имя функции. После в скобках пишем входные данные, с которыми функция будет работать. В нашем случае передавать будем subscribers. Потому напишем тип int и имя локальной переменной. А в самой функции две строки. Первая очень похожа на строку в методе start. А вторая скажет функции, что именно мы должны вернуть. Значение после слова return и будет результатом нашей функции. Тип возвращаемого значения должно быть такое же, как и мы указали в самом начале. Если сейчас очень сложно понять, как и что работает, не переживайте, дальше будем разбирать еще методы и функции отдельно, так что потом сможете вернуться к этому уроку и посмотреть на этот код новым взглядом. А что такое методы и функции? Это разве не одно и то же? Функция — это самостоятельная подпрограмма, выполняющая какие-либо операции и возвращающая значения. А метод — это функция, которая принадлежит классу. Вообще эти понятия на первый взгляд не так просто и понять. Есть такое выражение: метод всегда является функцией, а функция не всегда является методом. Если вы поняли, супер, если нет, то не переживайте, в процессе всего курса будет еще идти про это речь, так что будет все окей. Вернемся к коду. Осталась одна вещь. Немного поменяем код в методе start. А именно, мы убираем строку с вычислениями. Это уже будет делать наша функция. Нам нужно только заменить left в строке вывода на имя функции с передаваемым значением subscribers. И запустив программу, получаем тот же результат, но только теперь код более функциональный. Поэтому если понадобится где-то еще вычислять значение left с другими значениями subscribers, достаточно вызвать функцию с нужным значением. Супер, поздравляю всех, кто дошел до этого момента. Если для вас было все понятно, ставьте лайк. И вы молодцы. У тех, у которых остался осадок недопонимания части материала, не стоит беспокоиться, так как это нормально. Дальше будет больше интересной информации. Но не факт. Подписывайтесь и ставьте колокольчик. А как же задание? Да, а как же, как раз я хотел про него сказать. Итак, ребята, задание простое и в первую очередь заставит вас написать этот код еще раз, чтобы усвоить общий принцип. Вам необходимо написать свой скрипт, который подсчитает, сколько мне нужно иметь просмотров на канале, чтобы собрать 4000 часов просмотров. При условии, что на данный момент у меня 414 просмотров и 21 час. Да, ситуация немного печальная. А чтобы увидеть точно, что вы написали код, а не просто посчитали на калькуляторе, давайте сделаем следующим образом. Вы после того, как напишете код, делаете скриншот этого кода и результат его работы. Называете этот скриншот на ваше усмотрение, а после загружаете его по ссылке в описании на Google Диск. И самое главное, имя вашего скриншота дублируйте в комментарии к этому видео.
Если загрузите скриншот, но не сделаете коммент, я его смотреть не буду. А в качестве дополнительной мотивации сделаю видеообзор ваших работ с комментариями. Все будет зависеть от вашей активности. Спасибо за просмотр, жду вас на следующем видео и до связи, ребят. Надеюсь, задания не будет. Что записывать уже будешь? 2. Там написано задание. Задание. Это некрасиво звучит. Окей. Задание. Да, а как же? Как? Стоп. Да, как же? Ой. Ой. Да, как же, как раз. Как? Audition открой. Да.